Всем привет, меня зовут Саша, вы на канале Чужаки. Я уже 2 года живу в Польше, приехал сюда из России, и сегодня я хотел бы поговорить о том, почему Польша не любит Россию. Не забывайте, что у этого ролика есть субтитры, их можно включить здесь где-то на значке шестеренки. Прошу вас, не забудьте подписаться на канал, это помогает продвижению видео, продвижению нашего канала. Это помогает нам делать ролики чаще, лучше. Поставьте лайк, чтобы тоже помочь продвижению этому видео. И давайте уже перейдем к нашей теме. Да, название опять достаточно провокационное, но поговорить я об этом хотел не просто так. Во-первых, несколько недель назад мы на нашем канале выпустили ролик «Почему россияне не любят поляков». Там около 100 тысяч просмотров, и мы решили разобрать эту тему уже с другой стороны. Все-таки я считаю, поговорить о этой теме важно. И так как я не так уж давно живу в Польше и не сильно уж глубоко внедрен в среду, для того, чтобы разобрать эту тему, я взял несколько научных статей социологов, которые разбирают, как вообще Россия повлияла на польскую идентичность и, собственно, почему в польском неком таком общем дискурсе, может быть, в дискурсе СМИ, сложился образ России как нечто чего-то такого угрожающего и страшного. Здесь нужно сделать важную пометку, что все эти исследования, они были сделаны до начала войны в Украине. И понятное дело, что темы, которые я сегодня буду разбирать, они будут смотреться немного по-другому, в отличие от того времени, когда были написаны статьи. А эти статьи были написаны в середине нулевых. Но мне кажется, эту тему важно обсудить. Особенно, мне кажется, это будет интересно тем россиянам, которые приехали в Польшу по репатриации, допустим, как я, или переселились с началом войны. Это видео будет, может быть, интересно посмотреть польской аудитории, чтобы, может быть, как-то взглянуть на себя со стороны. И в итоге, мне кажется, важным говорить на эти темы, потому что, когда война закончится и в России что-то изменится, возможно, проговаривание этих тем даст нам возможность для нового диалога. Перейдем, собственно, к теме ролика. Делая это видео, я прочитал несколько статей, но опирался по большей части на одну, которая была написана польским социологом и которая, мне показалось, выделила несколько интересных частей в том, почему Польша не любит Россию, которые я бы хотел с вами обсудить и, собственно, про них и поговорить. В этой статье автор приводит 5 причин о том, как Россия повлияла на польскую идентичность, как она негативно на нее влияла. Опять же, в этом моменте, мне кажется, нужно четко понимать контекст времени, потому что статья написана в 2004 году и там в середине нулевых. Контекст отношений между Россией и Польшей в то время был немного другой. Сегодня в связи с войной в Украине отношение Польши к России сдвинулось в определенную всем сторону. Но в 2004 году между Россией и Польшей отношения были достаточно, такие ровные. Одним из таких интересных примеров, как мне показалось, то, что в 2004 году Польша вступала в Европейский Союз, и Европейский Союз требовал от Польши введения визового режима с Россией. Больше половины населения Польши считало это не очень хорошей мерой. Сегодня этот фактор достаточно звучит удивительно, потому что Польша была одной из первых стран, которая вообще ввела запрет на выдачу россиянам виз. Важная также ремарка в начале, что я хочу сказать, что не со всеми этими факторами я вообще согласен, и многие вещи, как мне кажется, достаточно спорные. Поэтому я надеюсь, что те люди, которые нас смотрят из Польши, возможно, вы напишите в комментариях, в чем автор, может быть, был неправ, или, может быть, как-то я неправильно интерпретировал. Поэтому надеюсь на ваше обсуждение в комментариях. Давайте продолжим. Первый фактор, который рассматривает автор, он прям так и называется отдельной главой «Россия как аутсайдер. Пересмотр слабости Польши». Здесь автор говорит о том, что после того, как развалился, собственно, советский блок, и после того, как страны начали развиваться самостоятельно, между Россией и Польшей получилась достаточно такая глубокая разница. Начиная от каких-то экономических вещей, заканчивая более, может быть, такими социальными, бытовыми. Произошел некий пересмотр ценностей, уровень жизни в Польше тоже стал немного выше, чем в России. И вот эта разница, которая сложилась достаточно сильно влияет на поляков. Потому что, условно, развал советского блока — это как некая точка ноль, точка нового отсчета для двух стран, что для России, что и для Польши. Каждая начала развиваться своим путем, и за эти несколько лет, 15 лет с момента развала советского блока до написания этой статьи, произошло достаточно много событий, и между Польшей и Россией, опять же, сложилась большая разница. И то, что у России что-то получилось хуже в рамках, может быть, какой-то коррупции, которая есть в России, или каких-то экономических слабостей, каких-то, может быть, других причин. Для поляков это выглядит как возможность посмотреть на Россию как на то, что кто-то отстал, а мы сделали лучше. И, опять же, здесь нельзя говорить о том, что кто-то молодец, а кто-то плохой, что-то лучше, что-то хуже. Автор рассматривает это в рамках именно
безоценочного осуждения, то есть как, допустим, социологические группы, да, на которых проводился эксперимент, реагировали на какие-то вещи. Второй пункт, который выделил автор, называется «Россия как Запад, Польша как Европа». Это такой, наверное, очень древний базовый нарратив, который в принципе существует в европейской культуре. Вот некое противопоставление Запада и Востока, некоторые их противостояние. Польша, собственно, относит себя как бы вот к западному миру, а Россия, условно, она вот некий восточный мир. И вот это противопоставление одного другому тоже является такой важной частью самоидентификации у поляков. И причем тут тоже есть важная вещь из исторического контекста. Польша была разделена между Пруссией, Австрией и Россией. Как пишет автор, не знаю, если нас смотрят люди из Польши, скажите, что даже в самой Польше внутри есть вот разница. Есть те поляки, которые жили на Востоке, есть, допустим, те поляки, которые жили на Западе, и между ними есть тоже какая-то вот некая, может быть, культурная разница. Я не знаю, насколько это так. Если тут есть поляки, пожалуйста, напишите, правда это или нет. Но также автор подчеркивает, что даже вот на уровне, допустим, культуры, вот это некое отделение поляков от России и даже и от Запада, то есть они как-то старались вот обособиться в этом. Допустим, как пишет автор, поляки никогда не употребляли каких-то вещей в своих рассказах, чтобы было понятно, что они сейчас живут там в Российской империи, что это та часть, которая относится, допустим, к Пруссии. Только в некоторых там книгах встречается, что, допустим, в обиходе там у людей действует рубль. И это, мне кажется, таким, опять же, вот важным фактором в том, что поляки себя все-таки дистанцировали, Россия это будет более восточный мир, а Польша это все-таки некий такой западный и Европа. Третий фактор. И он, наверное, на сегодняшний день является таким, ключевым и важным. Этот фактор автор называет Россия как угроза, Польша как единство. Дело в том, что Польша на протяжении долгого периода своей истории всегда рассматривала Россию как угрозу. Это можно понять потому, допустим, сколько раз какое-то российское влияние на Польшу происходило, о том, что она участвовала в разделении Польши, сколько было разных войн, подавления восстаний в Польше. Это достаточно такой большой значимый период. И все-таки это гораздо больше, чем, допустим, Польша влияла как-то на Россию, нападала или влияла на ее границы. Как отмечает автор, сами поляки, они очень чувствительны к любым следам российской экспансии. Это что, начиная от времен разделов Польши, подавления восстаний в Польше или советского времени, Второй мировой войны. И поэтому поляки всегда с большой осторожностью относились к каким-то проявлениям российских имперских амбиций и так далее. Допустим, Польша очень сильно сочувствовала чеченцам во время российско-чеченской войны. Хотя и осуждала очень сильно все теракты, которые происходили на территории России. Польша очень поддерживала Грузию во время российско-грузинской войны. Польша сейчас неимоверно просто поддерживает Украину и так далее. Потому что она понимает, что все эти проявления какой-то вот такой агрессии со стороны России, они, тем или иным образом тоже влияют на Польшу и тоже могут рассматриваться для нее как угроза. Как пишет автор, допустим, Россия была категорически против и очень твердо выступала против того, чтобы Польша вступила в НАТО. И этот фактор для поляков тоже был достаточно таким, непонятным, потому что в этом они видели, что у России есть какие-то амбиции по, опять влиянию на Польшу и так далее. И действительно вот этот фактор, что Россия как угроза, он стал реален как никогда, и что его значимость в идентичности Польши увеличилась с того времени во многом, наверное, тут я даже спорить, может быть, и не буду, потому что, к сожалению, события, которые происходят в Украине, нам это показывают. Четвертый фактор, о котором говорит автор, он называется в статье «Россия как угнетатель и некое моральное превосходство Польши». Здесь автор подчеркивает то, что Польша действительно достаточно много получила страданий со стороны России. В Польше происходит по этому поводу некий такой дискурс виктимизации, то, что вот Польша как некая жертва, и в этом плане Россия должна. И, конечно, поинт также используется в сторону западных стран, допустим, Германии. И, конечно, в Польше еще, допустим, во время Второй мировой войны очень широко обсуждался процесс того, почему на Потсдамской конференции Польша вдруг отнеслась к советскому блоку, не стала частью западного мира. Из-за этого у Польши есть и некие обиды на западный мир. И вот этот дискурс о том, что поляки пострадали от той стороны и от той стороны, он неким образом тоже обсуждается в Польше. И вот этот дискурс о том, что Польша пострадала, и с этой стороны ей
те должны и те должны, этот дискурс считается таким важным и влияющим на идентичность поляков. Ну, или так, во всяком случае, я понял автора. И, конечно же, этот дискурс о некой такой виктимизации, он используется не только там в польских СМИ, он также активно используется и в российских СМИ. Допустим, в России я от некоторых своих там старших коллег, родственников слышал о том, что вот поляки, они якобы там настрадались от России, хотя Россия им все сделала, и там вообще благодаря России они хоть что-то там смогли. Никакие они на самом деле не жертвы, и так далее, и так далее. В общем, этот вопрос дискуссионный, который используется политиками как в России, так и в самой Польше. И, конечно, он сильно влияет как на идентичность самих поляков, так и на отношения, допустим, поляков к России. И причем, как я понимаю, он, наверное, еще и влияет на россиян, которые тоже для себя пытаются выстроить некое понимание о том, как относиться к Польше. Также в этом пункте автор преуменьшает то, что, допустим, некоторые влияния Польши на своих там восточных соседей, таких как Беларусь, на украинские земли, достаточно сильно преуменьшается в самой Польше. И в этом моменте автор очень много обсуждает о том, как, допустим, это используют правые политики Польши и левые политики Польши. И тут, наверное, я оставлю этот больше дискурс для вас. Действительно ли это правда, действительно ли это так? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И что вы вообще по этому поводу думаете. Ну и пятый, последний на сегодня пункт, который автор опять же приводит в своей статье, он называется «Россия как загадка, Польша как эксперт». И мне этот пункт кажется очень интересным по нескольким причинам. Польша находится на восточной периферии Евросоюза, это восточная периферия блока НАТО, и, конечно, у Польши очень большой опыт взаимоотношения с Россией. И как пишет автор, вот эта пограничность и вот этот большой опыт взаимоотношения России является важной такой частью для западного мира и, в принципе, для самих поляков. У этого есть как позитивные, так и негативные стороны. Как пишет автор, допустим, для многих западных людей, для многих западных политиков Россия рассматривается как некая такая страна, что ли, загадка, она где-то далеко, и непонятно вообще они там хорошие или плохие, больше их там может быть вдохновляет русская литература. В то же время как в Польше на Россию смотрят гораздо более многогранно. Для Польши Россия это не только вот какая-то загадка, не только там это Чехов и Достоевский. Это еще и страна, которая огромное количество времени влияла на Польшу, огромное количество конфликтов было между Россией и Польшей, огромное количество каких-то взаимодействий от культурных до военных происходило между Россией и Польшей. И, конечно, условно для какой-то там Западной Европы, может быть, там Америки, Польша является некой такой буферной зоной для понимания того, что же происходит у России. И в этом буфере Польша выступает как некий эксперт того, чтобы понимать вообще, что там находится в России. Во-первых, Польша достаточно, как я уже сказал, долго была под влиянием России, были вместе частью советского блока. Ну и опять же некая такая культурная близость, она тоже присутствует, что дает, допустим, лучшее понимание того, что происходит в России. И этот фактор, опять же, как я сказал, может быть позитивным для того, чтобы лучше понимать, что происходит в России. Но и опять же, также, чтобы, может быть, глубже понимать какие-то ее внутренние процессы. Допустим, как я уже сказал раньше, страны Балтии и Польша, они гораздо были осторожнее в каких-то проявлениях российского империализма, российских каких-то тенденций, там, газового шантажа и так далее. И, конечно, это очень сильно играет роль на самоидентификации поляков, на понимании того, какие они, и того, как складываются отношения между Россией и Польшей. В связи с войной в Украине, с событиями, которые происходят в течение всего этого года, отношения с Россией и многие эти факторы, которые я сегодня рассказал, будут пересмотрены. Но я все равно хотел их обсудить, потому что если заглядывать с сегодняшнего дня в контекст середины нулевых годов и о том, как Россия и Польша общались, о том, что какие были отношения, даже вспомнить достаточно то, что еще тогда, в нулевых годах, допустим, Россия очень резко критиковала пакт Молотова-Риббентропа, то, что Россия очень строго осуждала катынские события и признавала за собой вину. Сегодня, к сожалению, все вот эти старания как по сближению, они ушли в никуда. У России и Польши огромное количество недопониманий. Мне кажется, они тянутся с польской интервенции до сегодняшних дней. Большой очень вопрос между Россией и Польшей – это Вторая мировая война. Это очень сложные вопросы. Очень сложно про них говорить, очень сложно их обсуждать россиянам и полякам. Но это не значит, что не нужно. Я надеюсь, что когда в России что-то изменится, когда власть, которая сейчас уйдет, будет возможно построение какого-то нового и, может быть, более адекватного диалога. Я надеюсь, что что-то сможет измениться. Большое спасибо вам, что посмотрели это видео.
Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Обязательно напишите комментарий по поводу того, что я сегодня сказал. Это очень важно для того, чтобы я понимал, насколько с какими-то вещами вы согласны или вы не согласны. Также не забудьте, что наш канал можно поддержать здесь на YouTube, став спонсором. Это помогает нам делать ролики лучше, чаще и больше. Или на Патронite. Также есть возможность единоразовой поддержки через кнопку «Спасибо». Нам это будет очень приятно, и мы будем очень благодарны. На этом все. Большое спасибо и берегите себя.